Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Лето 2025. Что по судьбе? Как все обернется? Или что будет, возможно, совершенно для вас неожиданно? Давайте с вами узнаем. Какие важные судьбоносные события вас ожидают в ближайшее будущее? Возможно, это будет связано с какой-то новостью, получением информации или с решением конкретной персоны, человека. А возможно, это и ваше какое-то очень важное решение, которое вам придется принимать. И я опускаю планетарные транзиты, оставлю ссылку в описании под видео на мой сайт. Там есть астрологические прогнозы и до конца года, на июнь месяц, именно как по планетам. И есть статьи по психологии. Мы же с вами достанем. У нас сегодня 2 колоды и 78 дверей. Это как метафорическая колода карт. И колода ангелов-хранителей. Мы спросим у этой колоды, какие знаки судьбы. Достанем с вами 6 карт. Позволим картам провести нас той истории, которую они видят. Какие подсказки они нам дадут. Что для вас важно принять во внимание, важно знать, рассмотреть или нужно услышать. Итак, первый знак судьбы. С чем это связано? Что там у вас случится или произойдет в ближайшее время? Второй знак судьбы. Третий. Достанем 4-ю карту. Знаки судьбы на июнь 2025 для вас, мои дорогие. А на второй колоде, если это будет необходимо, мы будем прояснять, что нам раскроют карты. Итак, первый знак судьбы. Мои дорогие, вот карта императрица. Конечно, карта в первую очередь говорит, надеюсь, на самого себя или на саму себя. Мы по полу карту не рассматриваем. Архетип, сама энергетика, которую нам несет карта, это вопросы благополучия. Но надеяться на самого себя или саму себя стоит. Почему? Тут придется, скорее всего, что-то согласовывать. Может быть, и не все так гладко, ровно, как вам бы хотелось, но вы сейчас наиболее ресурсны. Здесь важно, знаете, как совместить себе реальность, которая присутствует в вашей жизни, или, если мы говорим о ресурсах, то, чем вы располагаете, переложить это в какую-то красивую, правильную форму. И неважно, чего касается, работа, может быть, вопросы дома очень часто проходят, вопросы с нашими близкими, родственниками. Это в целом благополучие, то, когда все сферы жизни сплетены в гармоничный узор. Вот вам какой-то узор, мои дорогие близнецы, как знак судьбы. Тут ведь, знаете, есть что-то очень важное, что важно не потерять, не упустить. И, с другой стороны, не наступить на горло собственной песни. Ну, вот этот баланс, и, безусловно, императрица со всеми умеет договориться. Возможно, и вам придется некоторые противоречия примирить в самом себе или самой себе и создать более надежный фарватер продвижения в будущее и одновременно в день сегодняшний. Здесь все важно по аркану императрицы. Примите во внимание, что императрица со всеми может договориться, даже с несговорчивыми императорами. Может быть, и придется принимать Соломоново решение. И эта карта еще обозначает все-таки, знаете, наше процветание. Вот тут конкретно прописаны и действия. Но это еще и создание чего-то нового. Будем говорить, ведь императрица очень плодовита. Как буквально и для вас, мои дорогие девочки, если это целесообразно и соответствует вашим планам. Вопросы материнства. Может быть, кто-то и узнает. Я жду ребенка. Для мужчины это может означать роль женщины, важной какой-то женщины в вашей жизни. Может быть, придется что-то передумать, принимать какие-то ответственные решения. По этой карте мы берем ответственность, кстати, на себя. Мои дорогие девочки, может быть, и для вас вот такая повышенная ваша роль и мера ответственности, как и за себя, как и за своих близких. У каждого здесь по-своему, правда, у кого-то отношения развиваются
И для вас все понятно в плане продолжения. Вот эта карта будет говорить о том, что да, есть возможность перевести на новый уровень в плане оформления. Но вот это оформление для кого-то может проиграться, если произошло какое-то расставание, вы тоже приняли окончательное решение. Это может быть желание договориться, может быть, у кого-то в семье есть и дети, есть и какие-то нерешенные вопросы по части недвижимости или имущества, денег. Вот все равно согласования так или иначе они проходят. И для себя, как бы о себе самом или самой не забыть. И быть великим дипломатом, скорее всего, придется. Но это так вот в целом. А для кого-то это может означать новый творческий проект, который для вас открывает новые перспективы. И здесь, знаете, вот самое главное, с чем-то не поторопиться. Вот все то, что я сказала, все же старший аркан открывает какую-то очень такую добрую энергию на весь июнь. Но это не когда мы просто ждем, словно с моря погоды. Нет, тут скорее действительно какие-то ваши правильные, мои дорогие близнецы, действия. И вот смотрите, по рыцарю мечей настаивать на своем, потому что бунтарь без причины иногда проходит по рыцарю мечей. Но вы можете получить и какую-то информацию. Точно так же это может быть какой-то визитер, совершенно неожиданный. Но если мы говорим об энергетике, это когда мы ищем правду, мы ее находим. Может быть, вот эта правда, она касается какого-то очень важного вопроса, в котором переплетены и чувства, и личная жизнь, и деньги, и еще и имущество, дом. Ну вот правда, в единый какой-то красивый узор вам нужно соединить, может быть, противоречивые части. И у вас карта мага. Это сделать совершенно необходимо. Как и не разрушить, может быть, что-то. Иногда проходит по рыцарю мечей, и если мы настаиваем на своем. Но и быть готовым к неожиданностям. Здесь уже нам могучий кентавр показан, который буквально пытается проломить вот эти врата, и карта нам говорит, не факт, то, что ты увидишь, тебя обрадует. И вы знаете, где-то карта может подсказывать, что если мы включим наше эго, да, у нас получится настоять на своем, но не факт, что мы от этого будем счастливы. Вам нужно будет принимать какое-то очень важное решение в июне, которое может не просто изменить вашу жизнь, а изменить вас самих. И некоторые противоречия, как вот по магу, приходится, ну, как правильно, либо увидеть их, или от чего-то не отказаться. Где-то и для себя самого провести параллели. Что же для меня действительно важно? Будьте честны сами с собой. Эта карта говорит о том, что вы можете что-то исправить. Вы можете в нужное русло направить любой вопрос, мои дорогие близнецы. Вам стоит только захотеть. Но это решение, какое-то основополагающее, сделать, наверное, будет не так просто. Вот интересно, тут на целый месяц программу карта задала. С чем это может быть связано? Смотрите будущее. Видимо, чего бы ни касался вопрос. С одной стороны, надеемся сами на себя, да, и задать от противного себе такой вопрос, как, что я буду делать, если я останусь один или одна? Или я останусь один на один с какой-то ситуацией? Какие мои действия? А если я сейчас от чего-то откажусь, будет ли мне потом хорошо? Не буду ли я потом сожалеть? Вот здесь что-то очень важное вы должны прояснить, мои дорогие близнецы, для самого себя или для самой себя. Потому что именно вы как на пороге между прошлым и будущим. Вот так. Момент перехода. И ресурсов более чем достаточно. И карта мага, и карта императрицы, и тройка жезлов. Ну вот есть рыцарь мечей, когда самому себе нужно сказать правду. Наверное, с этого начинается как старт в будущее. Давайте открою вторую карту. Может быть, нам пояснят знак судьбы. Знаете, как события могут ускоряться. Это может быть внезапная какая-то информация, новость. Я допускаю, что это и ваше такое
очень быстрое решение, но оно должно быть правильным, потому что по этой карте идут еще и сама по себе скорость, тут конкретно так и прописано. Да, и ваша активность, и еще какая-то многозадачность. Может быть, в течение июня месяца карта вас готовит к тому, что события сами по себе будут быстро меняться, или иногда по этой карте и противоречивые какие-то новости, информация приходит. Важно не запутаться, и все то, что мы с вами говорили по первой позиции, для вас будет очень важно. Почему? А потому что тут что-то, знаете, как тень на плетень, может быть некоторая путаница, но, видимо, ее нужно прояснить, переложить на нашу реальность. К примеру, получили какое-то известие, получили информацию, возьмите, перепроверьте. Или принес вам какой-то, как конкретный человек, новость. Ну, значит, доверяй, но проверяй. Но я и допускаю по этой карте быстро собраться и отправиться куда-то, долго не раздумывая. Для вас, как знак судьбы, будет необходимо не отложить что-то на потом. И если вот эти важные решения, которые вам доведется принимать в июне, они, с одной стороны, должны быть продуманы, но я могу предположить, времени на раздумье не будет много. С чем это связано? Как это все обернется? Придется что-то согласовывать. Вот словно по тройке кубков, и в этой колоде принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты, каков ключ. Здесь двери шкафа, и трое девушек примеряют костюмы. Действительно придется договариваться. С одной стороны, тройка кубков, карта праздника. Вам праздник стремится на ваш порог, и для вас открывается ведь очень доброе время, мои дорогие близнецы. Но мы можем так подзастрять еще в прошлом или в каких-то своих, может быть, прежних догмах, в прежнем каком-то порядке. А тут и порядок жизни для вас тоже может измениться. Будьте к этому готовы, особенно с июля месяца. Поэтому не застрять в каком-то шаблоне. И, может быть, вы будете договариваться с разными людьми. Может быть, вам придется, вот как эти костюмы, маски на себя примерять, да, или самому словно приспосабливаться к какой-то ситуации. Я такое допускаю. Но, видимо, это сделать необходимо, потому что праздник должен состояться. Да, и еще одна тройка. Это такой своеобразный переход в будущее. Посмотрите, вы собрали 3 тройки. Всегда тройка – это карта будущего. Что-то имеет значение на последующий момент. Для кого-то из вас вопросы работы. По тройке пентаклей раскрытие талантов. Вот здесь какой-то его величество случай, как новый способ заработка или как дополнительный доход, или, может быть, через взаимоотношения нам предыдущая карта говорит, у вас открывается новый период. И мы можем подзастрять, опять же, в прошлом, потому что мы что-то считали недопустимым, или мы думали, что, ну нет, вот должно быть только так, а по-другому я не буду рассматривать какие-то варианты. 3 тройки, мои дорогие, тут надо все варианты рассматривать, это факт, потому что наверняка мы еще не знаем, что для нас проиграется с хорошим плюсом или будет вести вот к этой радости, к этому празднику. И вполне вероятно, наша жизнь неоднозначна. То, что поначалу выглядит, ну, как не совсем вписывающимся в наши рамки, вполне вероятно, в будущем будет означать какой-то прогресс и прорыв. И вообще избавиться от каких-то рамок, я бы сказала. Хотя вам это не свойственно. Вам не свойственен вот этот процесс погружения себя в какую-то статичность. Вы как раз подвижный, ваш знак. Но кто знает, во-первых, мы все разные. А второй момент, я так могу предположить, у кого-то сложность будет связана с тем, что вам придется делать выбор. Так вот, как это все обернется? Как будто врывается какая-то новость или какие-то контакты, или решения, или какая-то возможность, и вы можете стать перед этим выбором, так как обернется? У вас на кону сила. Смотрите, карта мага, карта силы. Для кого-то взаимоотношения, не случайно императрица. Именно самый какой-то кульминационный вопрос или тема июня – это взаимоотношения. Взаимоотношения именно в семье или с своим партнером, личная жизнь. И здесь может быть как союз двух людей, очень сильных людей. И да, если мы говорим про догму, каждый хочет сделать
по-своему. Каждый хочет поступить, как для него наиболее приемлемо или, по его мнению, правильно. И от того, как люди сумеют договориться, будет зависеть счастье, благополучие, финансовый достаток, теплый уютный дом. Знаете, не застряньте действительно в том, что вы считаете допустимым, или не застряньте в ожидании вот этого выбора, что произойдет, ну, что-то такое, как знак судьбы, да, можем так сказать, и сама проблема по себе решится. Или, как, знаете, фортуна помогает вам все расставить по местам. Обе позиции нам говорят: нет, это вы сами знак судьбы, можно сказать и так, поскольку именно вам придется принимать какие-то важные решения. И у нас не в каждом аркане, не в каждой карте присутствует либо значение ангела, либо крылья. Посмотрите, здесь 8 жезлов, я хочу поближе поднести. Каждый жезл с крыльями, как будто это какое-то благословление. Даже те новости, которые разрозненные, непонятные, в каком-то хаотичном порядке, это тоже все знаки судьбы. А карта императрицы словно сам ангел в виде императрицы. Какие-то отношения для вас очень важны. Но я не могу сказать, что это все просто, потому что двое разных людей. Карта мага, как это мужская сила, если мы можем так сказать, а карта женской силы часто так проигрывается. И знаете, это вы можете, если откажетесь от какого-то взаимодействия, словно оказаться вот за этими дверями. Может быть и правда есть какая-то история, которая в каком-то контексте, она все равно должна быть продолжена. И пусть ваши отношения, у меня ведь смотрят люди разные, у каждого своя составляющая по личной истории. И может быть это был какой-то разочаровывающий союз, и вы его даже завершили. Но, к примеру, могли остаться некоторые нерешенные вопросы, у кого-то вопросы по части денег, у кого-то по части жилья, имущества или детей. Все равно вот два старших аркана вам выпадают и говорят о взаимодействии. Не может быть что-то словно отрезано. Вот карты все говорят о том, что именно какие-то отношения. 3 карты тройки, я сказала. И это всегда карты будущего. Тут словно по воле высших сил что-то должно быть продолжено в каком-то очень правильном гармоничном взаимодействии. И в целом ведь июнь очень гармоничный месяц. Как и примириться, как и договориться, услышать друг друга, мои дорогие. Подумайте, переложите на себя, потому что вот этот лев, всегда лев прообраз нашего эго. И вот эта дверь, которая тоже имеет лимнискату, как и над головой мага, бесконечность. Это действительно продолжение каких-то отношений, но от того, как мы договориться сумеем с собственным эго, будет зависеть, откроются эти врата или нет. 3 знак судьбы. Все то, что я говорила, и я даже не буду доставать дополнительные карты, потому что в этой колоде король кубков – это тот человек, который готов взять на себя какие-то обязательства. Тот, который просто любящий человек. Обратите внимание, как нам герой изображен. Он не просто держит кубок, а другую руку он положил на сердце. А сердце, от чистого сердца – это надежный человек. Вот и у вас есть какой-то надежный человек. Не прошляпьте какие-то отношения, когда вы можете опереться, может быть, на эти контакты. Это могут быть вопросы семьи, вопросы, связанные с детьми. Может быть, это опять же касается дома, или когда мы ищем взаимопонимание у нашего партнера, понимая, что наши отношения действительно, они важны и в каком-то контексте должны быть продолжены. Но вполне вероятно, что-то уперлось, но не договорились. Тогда добрая энергия июня вам дает возможность, правда, разобраться по части личной жизни с какими-то вопросами окончательно. И сделать это не на надрыве, а в более добрых энергиях. Давайте раскроем 3 знак судьбы. Опять нам про то же самое. Действительно, выбор присутствует. Это старший аркан влюбленные. Но в этой колоде нам 2 людей совершенно разных показаны. И действительно, какие-то отношения у вас выходят на новый уровень. Много эмоций.
И выбор сделать непросто. У кого-то это может касаться выбора и по работе, я такое допускаю. Вот давайте мы узнаем, как все обернется, или что это пытается войти в вашу жизнь, или с чем вам придется разобраться, какого рода выбор. Какая-то пауза должна быть завершена. Здесь могла быть и такая история, когда есть, правда, незакрытые темы, а двое как, ну, обижаются друг на друга, что-то демонстрируют на этой карте. Это старший аркан повешенный, всегда какая-то пауза. И опять же двое. Одна персона наблюдает, а вторая показывает фокусы. И нам говорят, какая-то пауза затянулась. Тебе пора дышать, иначе может не хватить воздуха. Или какая-то другая сторона сделает другой выбор. Здесь действительно вам в июне придется принимать важное решение по поводу какого-то либо застоя, либо затянувшейся ситуации, и вам придется действовать. Здесь нельзя от чего-то уйти, отмахнуться или сказать, что ну нет, это потом само разберется. Ангел нам опять же демонстрирует то, что вот есть какая-то ситуация, в которой вы однозначно должны либо разобраться, либо выбор, либо с кем-то договориться. И я говорила, не в каждой карте есть как образ ангела или крыльев. Предыдущая карта, она нам говорит, что здесь будет зависеть все лично от вас. Как вы выстроите диалоги, что вы для себя захотите сохранять, или какие приоритеты вы для себя проясните, что вы поставите во главу угла или как что-то очень важное для вас. От этого будет зависеть выбор. Но какая-то ситуация, она все равно должна вот-вот разрешиться. И если мы сами где-то затягиваем паузу, к примеру, да, или мы ждем, когда проявится другая сторона, у каждого из партнеров, к примеру, если мы говорим про личную жизнь, и я тут вижу действительно какая-то история именно в личной жизни, то нам может не хватить этого воздуха, или мы упустим какой-то удачный момент. Как же это все обернется, правда, выбор? Еще раз выбор. Наблюдение. Один за другим наблюдают. И, возможно, это история для кого-то из вас, когда вы молчите. Тут бы надо поговорить, а тут друг за другом наблюдают в соцсетях, может быть и так, да? Или вы пытаетесь решить какой-то вопрос и наводите справки, например, да? Но все-таки карты нам говорят, да нет, тут вот этот период длится очень долго. Это не вчерашняя ситуация, однозначно. Так что нам тогда советуют карты? Карта отшельника. Здесь можно остаться в одиночестве. И я так вижу, у каждого по-разному. Кто-то прекратит взаимоотношения и поставит в чем-то точку. И тогда карты говорят, старший аркан, ты отказался на долгий период жизни. Будьте внимательны при этом выборе. Потому что отшельник – это тот, который сам по себе. Карта однозначно, без всяких компромиссов об этом нам говорит. А если это будет какой-то противоположный выбор, давайте спросим. И снова нам влюбленные. И опять старший аркан. С чего мы начали? К тому мы и приходим. Удивительно, мои дорогие близнецы, очень сложный выбор. Здесь самим собой словно нужно вам договориться. Вот если мы отказались, да, мы уже понимаем, к чему мы придем. Или отшельник – это идет человек своим путем. Пусть он с ним не согласный, он с кем-то не согласен, но он словно отказывается вот от того, что предлагает ему жизнь. Или, может быть, отказывается от каких-то и соблазнов тоже. Но это сознательный, опять же, выбор. Но если вы на что-то соглашаетесь, то тогда это согласие нужно делать как-то однозначно. Если мы просто соглашаемся с позиции продолжения наблюдения, но каких-то переговоров, мы снова попадаем в какую-то прежнюю ситуацию. И поэтому тут действительно однозначный выбор. И мы все разные. Не говорят нам карты чего-то однозначного. Какой итог? Как все обернется все же?
Не могут даже дать карты вам какой-то подсказки. Вот смотрите, просто нам говорят по 5 кубков. Дверь, если мы говорим, открыта или закрыта. Действительно, быстрые какие-то решения, выбор вам придется делать, но этот выбор будет означать какую-то очень долгую перспективу. Какой-то ответственный момент у вас наступает в июне, когда словно вот эта дверь горит, и как по карте прыгать уже нужно, да, вот мы смотрим на эту девушку. Она все чего-то ждет. Ей кажется, может быть, ждет каких-то еще знаков, но тут конкретно по карте, что ей кто-то придет на помощь. А нам говорят, да нет, никто не придет. Уже и сумерки, да и в округе тут даже и близко ни души. Поэтому тут нужно надеяться на самого себя, словно нужно прыгать. И ей страшно. Страх искажает реальность. А наш какой-то прежний опыт со знаком минус нам создает неправильные какие-то иллюзии по поводу некоторых персонажей или по поводу того, что мы надеемся, да, и что тот, кому мы, может быть, помогали, сейчас нам откликнется. Нет, вот есть какой-то важный выбор, который вы должны сделать именно сами, не основываясь на каких-то советах постороннего или на советах даже ваших близких. Здесь самому нужно с чем-то определиться, потому что потом от этого будет зависеть качество вашей жизни. И даже если страшно, да, вот как этой девушке, а мы со стороны смотрим на эту карту и понимаем, да ну, и что, набьешь каких-то шишек или, ну, хорошо, синяков, но ведь ты спасешь себе жизнь. Поэтому качество жизни зависит от вашего решения. Даже карты не дают подсказки, мои дорогие близнецы. Подумайте, как эту историю, да, которую нам описали, как это проигрывается в отношении вас и как переложить вот эти подсказки лично на ваши какие-то моменты, которые требуют этого самого решения, неоднозначного. Еще одна тройка Земли или тройка Пентаклей. И мы говорили, это карта раскрытия талантов. Это вы сейчас словно проходите экзамен для кого-то из вас. И этот экзамен будет означать конкретное, может быть, получение документа, сертификата. Знак судьбы будет говорить, изучай что-то новое. Двигайся вперед. Рассмотри для себя, как будто это будет очень важно, дополнительные источники дохода, мои дорогие. И у кого-то это будет выражаться в необходимости учить язык, для кого-то, может быть, и язык программирования, раскрыть ваш творческий потенциал, то, что вы умеете делать хорошо, или то, чем вам нравится заниматься. Но и карта это все-таки именно в этой колоде предусматривает, что не вы сами. Здесь нам девушка и ангел. Вот здесь есть какой-то союз, какая-то коллаборация конкретно, которую высшие силы видят в продолжении. Ну вот не все так однозначно. Может быть, и для кого-то перевести отношения на новый уровень, когда даже, знаете, как метаморфоза, двое сильных людей. Ну, к примеру, построить семейный бизнес, или есть уже этот бизнес, даже если так. И пусть в плане чувств здесь есть какие-то моменты, когда вы не поняли друг друга. Но я так вижу, тогда этот союз может быть соединен другими вопросами, которые имеют смысл продолжать. У кого-то даже так может проиграться, а для кого-то вот этот сложный выбор, может быть, касается работы. Когда вы бы и хотели сделать что-то по-другому, но есть некоторые факторы, когда они вас удерживают. Здесь себе не навредить ведь будет, мы с вами говорили, качество жизни. Это будет тоже важно. Давайте узнаем, что же нам по продолжению или по сдаче экзамена. Иногда эта карта жизненный экзамен обрисовывает. И я вам скажу, какой. Это когда какая-то ситуация из раза в раз повторяется. И, наконец, если мы вот с этим решением, да, вот есть взаимосвязь, пока мы его однозначно не примем, пока мы будем все время вот между находиться, колебаться словно, от одного к другому, да, переходить, этот экзамен жизни не закончится. Нам будут или подобную ситуацию, или какую-то эту ситуацию повторять до бесконечности, потому что от окончательного выбора
зависит какая-то предыдущая история. И мы словно не можем сделать вот этот прыжок в будущее. Нас постоянно что-то тянет назад. А на кону стоит, посмотрите, изобилие, благополучие, процветание. Здесь решение какого-то денежного вопроса. И вы сами открываете двери. Поэтому я так вижу, пусть вы работаете, к примеру, да, по своей профессии, специальности, у вас есть диплом, но тогда вот этот дуплет будет говорить о том, что подумай о том, чтобы себе как дополнительный источник дохода создать. Как все обернется? Да, дополнительный источник дохода вам совершенно необходим. По 16-му аркану, во-первых, для вас может быть то время, благополучное время, когда прежде то, что вас держало в рамках, теперь можно осуществить. Может быть, это касается некоторых сервисов, может быть, это касается каких-то согласований, получения документов. Может быть, вы куда-то не могли прежде отправиться или поехать буквально по работе, в силу разных причин. По аркану башня – это у нас словно барьеры, какие-то оковы рушатся. Помним, что первые карты башни – это был прообраз тюрьмы. Теперь как будто тюрьма рушится. Но мы на первый момент можем чувствовать неуверенность. И у кого-то вот эта неуверенность осложняет выбор, правда? Тогда примите во внимание, что это какая-то новая совершенно веха в вашей жизни, а вы можете на первых порах испугаться. Или словно боязнь к чему-то подступиться. Или боязнь на что-то решиться. А карта нам говорит, уже все горит, пора делать вот этот выбор. И в колоде ангелов, кстати, есть тоже эта карта, башня. Она называется карта трансформации. И там конкретно ангел берет за руку человека и выводит из той башни, которая через некоторое время будет разрушена. Вот что-то подобное вам подсказывает, как будто ангел вас с одной стороны поддерживает, а с другой стороны к какому-то выбору. Ведь башня, выбор однозначный как будто есть, но мы можем себя сами запутать. Как же это все обернется? Не упустите какую-то победу. Здесь определенно есть какие-то ваши достижения или могут быть прорыв какой-то по части даже дополнительных доходов. Или откуда к вам еще могут приходить деньги. Или как вы еще каким-то образом можете раскрыть свои таланты. Или построение, может быть, еще какой-то карьеры. Или как прыжок, да, в будущее, скажем. Или когда один этап карьеры пройден, и здесь нужно быстро как-то переходить на следующий или видеть для себя вот эти перспективы. Иными словами, для чего-то нам все это будет нужно. Карта победителя. И карта говорит, тут ведь тоже не расслабишься. Для чего все нужно? На кону какая-то победа, изобилие, процветание. Не случайно вам выпадает карта императрицы и все то, что я говорила. Но для всего этого, как и правильно взаимодействовать с информацией, с кем-то договориться, нивелировать конфликт. Какой-то важный выбор вы делаете. У вас какая-то перезагрузка, мои дорогие близнецы. Давайте следующую карту. Однозначно, кто-то из вас может изменить направление. Нам показан мальчик. Это туз мечей. И он словно шел или занимался каким-то делом. И вот теперь он приходит к выводу, что вот нет, есть какое-то разочарование. Мы словно шли не туда, но окончательно это как выход из лабиринта. Вот, видимо, какая-то запутанная история или та история, которая длительное время на паузе, у вас должна быть прояснена. И с одной стороны, эта карта также вдохновение. Вдохновение чем-то совершенно новым или когда мы открываем врата будущему. То, от чего мы отказывались, или те табу, которые мы себе поставили, здесь мы понимаем, что это тоже была башня какая-то, это тоже была какая-то тюрьма. Мы находились во власти собственных предубеждений. А здесь, если мы будем настаивать на чем-то своем или пытаться удержать что-то из прошлого, может быть, как абсолютно что-то правильное, нам это может создать некоторый лабиринт, из которого мы так и не сможем выбраться. Все же карта нас призывает к тому, что
Мы должны какой-то вопрос обсудить, как будто общение, договориться. Может быть, и прояснять вы будете буквально какую-то для себя тему, но для вас у нас ангел на заднем плане изображен. Это уже точно будет какой-то выход из лабиринта, какое-то однозначное решение. Хотя для вас еще как знак судьбы это может быть получение внезапной информации, новости, которая, ломая какие-то критерии, шаблоны, разрушает практически прежние барьеры и ведет вас к осознанию, что будущее, оно не за горами, оно не завтра, а оно уже в моменте здесь и сейчас. И правда, выбор какой-то будете или решение принимать. Королева жезлов. Здесь будет и, как его величество, опыт, который, может быть, вы прошли до этого. Он вас чему-то научил. Он вас научил правильно договариваться в первую очередь. Ведь по королеве жезлов это та, которая очень часто находила какие-то подводные рифы или старые грабли, да, на открытой местности. Его величество опыт. И этот опыт ее научил молчать. Счастье и удача любят тишину. Принимать самостоятельно важные решения. Вот вы будете принимать решения по части взаимоотношений раз и продолжение какого-то рабочего процесса или ваших решений по части работы, бизнеса, вашей занятости. Ведь королева жезлов умеет правильно взаимодействовать как с деньгами, так и с информацией. Поэтому информации будет много, нам об этом уже сказали. Но доверяй, но проверяй. Или если пришел какой-то внезапный вот такое его величество случай в виде сообщения или как какой-то человек вам доносит информацию. Опять же, нужно подумать, как с этим взаимодействовать. А для кого-то из вас это будет конкретно, мои дорогие мужчины, какая-то женщина, которая очень притягательная. Все же такое я тоже могу допустить. А для вас, мои дорогие девочки, это вы вот в таких сильных энергиях. И вы можете стать для кого-то магнитом словно, чем все обернется. Но опять же карта говорит, тут нельзя и прошляпить что-то, безусловно. Семерка мечей – это всегда как предостережение. Карта вора она называется. Освобождение от иллюзий. Девушка рисует дверь в надежде, что вот эта дверь настоящая откроется. И все же нам художник передает по этой карте хоть 150 дверей. Можно нарисовать, но реальная дверь, она так и останется закрытой. Не на что как будто надеяться или нечего ждать. Время важного выбора и ваших действий, мои дорогие. И для кого-то действительно, словно вы меняете походку, меняете направление. Или важное решение, судьбоносное, которое вы даже не хотите делать. Вот я могу такое допустить. Ведь все карты говорят нам о том, что не хочется чем-то определяться. Или, с одной стороны, душа вроде как просит, но сложен сам по себе выбор. И всегда ведь это, если мы чему-то предпочтение отдали, значит, от чего-то другого мы отказываемся. Давайте, мне так хочется достать карту совет. Именно совет по всему тому, что нам уже карты сказали. Я вот вижу именно выбор. Какой совет нам дадут карты? Ну, где-то вот выбор, еще раз нам повторяют, потому что пятерка земли здесь. Согласовать вопросы финансов раз, и чтобы не было недостатка взаимопонимания два. Прояснить, опять же, некоторые вопросы. Иначе завтра мы можем остаться буквально один на один с какой-то ситуацией. Аркан-отшельник, может быть, и по части личной жизни. Или ситуация будет меняться по части финансов, а вы что-то не успели продумать. Мы с вами говорили, рассмотреть дополнительный доход или, может быть, как изучение чего-то нового, или строить карьеру, но в любом случае о финансовой стороне подумать и на день завтрашний. Какого не совсем понятно. Правда, нам карта говорит, все будет меняться. Для кого-то из вас это будет связано с быстрыми переменами или удели внимание скорости, что пытается войти в твою жизнь. И это сила желания. Оттолкнитесь от того, что вы именно хотите получить. Какой, как конечный итог, вы видите
свое качество жизни. Прочувствуйте себя в нем словно кожей, как будто вы чего-то достигли. Это вам даст больше понимания, в какую сторону вообще идти или в какую сторону сделать этот выбор. У вас сейчас волшебное время, когда высшие силы вам помогают именно быть счастливым. Ведь по этой карте тоже идет победа. Но для этого нам необходимо что-то передумать. Может быть, что-то и изучить. Или быть готовым к тому, что наша жизнь перестраивается в какую-то иную плоскость, и мы с вами в целом проживаем в эпоху перемен. Но ведь сама по себе это карта успеха, и мы на пороге новых событий. Не оглядывайся назад, говорит эта карта, но с другой стороны, есть еще те вопросы или, может быть, те отношения, неважно, в личной жизни или по части вашей занятости, которые должны быть построены как в новом ключе, в новом формате. Именно не разрушены, а приходится договариваться, чтобы не оставить после себя безжизненную пустыню. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.